Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада, конечно же, недельный прогноз. Как обычно, мы начинаем с важного события этой недели или общее настроение недели, все, что нам покажут карты Ленорман. И неделя на этот раз у нас с 16 по 22 декабря. 15 у нас было на полнолуние, очень важное, очень сильное. Ну вот и посмотрим, будет ли влияние этого полнолуния на вас. Итак, работа, профессиональная деятельность, карьерный рост. Все мы будем смотреть именно по этим трем картам. Деньги, сфера денег. Что же будет у нас? Так, деньги. Неделя с 16 по 22. Вы можете, кстати, уже определиться каждый со своим вариантом, сделать свой выбор. Ну и, конечно же, личная жизнь, отношения. Куда же без этого? Итак, для тех, кто в паре, для тех, кто в поиске. В паре, в поиске, в паре. Поиске. Ну и в конце я буду смотреть неожиданное событие на неделе. На колоде 78 дверей, но выложим эту карту в конце, чтобы мне она не мешала. Ну что, я думаю, что вы все уже определились, и мы можем приступать к прочтению первого варианта. Все, давайте. Кто не успел, ставьте видео на паузу. Итак, спасибо вам огромное за ваши лайки, за ваши супер лайки, за ваши донаты. Огромное спасибо. Я вам очень сильно благодарна за это. Итак, смотрим. Первый вариант. Важное событие. Вы знаете, вы будете стоять то ли перед выбором, то ли будете пытаться прояснить некую ситуацию, связанную с мужчиной. Этот мужчина вам сделает какое-то предложение, очень заманчивое. То есть лилия, понимаете, это сексуальность, это соблазн, это то, что на самом деле может исполнить мою мечту. Но дело в том, что лабиринт говорит нам о том, что есть какие-то сомнения. А искренен ли этот мужчина? А стоит ли ему доверять? А нет ли третьих лиц? И так далее. Поэтому на этой неделе вы захотите прояснить эту ситуацию, и вы будете делать все возможное, чтобы узнать правду и раскрыть тайну. Так, что еще здесь? Кстати, если вы уже в паре, возможно, что за вами еще кто-то будет ухаживать. То есть лабиринт проиграется с вашей стороны, а не со стороны мужчины. Мужчина к вам идет, между прочим, романтичный. Романтик, прям весь витает в облаках, очень много мечтает, очень много фантазирует. Почему? Потому что в этой колоде у нас две бланки мужчины, как и женщины. Один у нас романтик, легкий на подъем, а второй достаточно умудренный, обдумывающий ситуацию и так далее. Вот вам на этой неделе достанется именно романтик. Может быть, его поведение вас заставит немножко посомневаться, или же на самом деле его положение вас будет не устраивать. То есть может быть, что кого-то будут втягивать прям в треугольник. Так, смотрим дальше. Работа, карьера, профессиональная деятельность. Ой, единички, радуетесь, радуетесь. Решается какая-то застаревшая проблема. Ну, может быть, у вас уже длительное время был застой в работе, в бизнесе, к примеру. Еще могли быть конфликты на работе. Вот вы разрешите эту ситуацию, с кем-то можете помириться, наладить отношения, получить признание в коллективе. Начальник вас может заметить и похвалить, кстати, а для вас это будет, что ни на есть, самым таким успешным замечанием в вашу сторону. Почему? Потому что длительное время, скорее всего, начальство игнорировало ваши успехи, может быть, просто не замечало и так далее. И вот на этой неделе вас заметят, вы будете в центре внимания. Еще здесь может проиграться, что в вашем коллективе появится человек, который в будущем станет вам настоящим другом или подругой. Еще четверка жезлов, успех, успешное предложение, завершение каких-то проектов, подписание важных договоров. Кто-то найдет очень хороших клиентов. Но вообще на этой неделе вы очень хорошо поработаете.
И ваши усилия заметят окружающие. Так, смотрим дальше. Кстати, кто ищет работу, вы можете получить предложение по работе, но именно с того места, с которого вы то ли ушли когда-то, или когда вы проходили собеседование, но вам отказали. То есть бывает такое, да? Год назад проходила собеседование, меня не взяли, а тут обо мне вспомнили и предлагают, к примеру, пройти второе собеседование, потому что именно сейчас они нуждаются в таком специалисте, как вы. Хорошо, деньги. Мгм. Ух ты, 3 старших аркана. Шикарно. Мгм. Интересно. Вы знаете, в деньгах будет все умеренно. Единственное, что понадобятся траты на денег, вы можете совершить какую-то покупку. Также может и проиграться, что вам могут вернуть деньги или вы получаете какие-то субсидии. Может быть надбавка, какая-то премия и так далее. Но деньги есть, они к вам поступают. И еще здесь может быть обдумывание нового источника, как дополнительного заработка. Ну, не знаю, может быть, вы хотите что-то продать, что-то монетизировать. И вот здесь вы будете обдумывать на этой неделе. Кстати, здесь также вам могут оказать помощь или поддержку со стороны близких вас людей. Ну, например, ваш мужчина, ваш партнер, к примеру, найдет хорошую работу, это увеличит ваш доход и решит ваши проблемы. Так что с деньгами здесь все замечательно. Личная жизнь. Для тех, кто в паре. Так, дьявол у нас, соблазн какой-то, может быть, ревность, злость, выяснение отношений. Что еще? Беспокойство за партнера, какая-то зависимость от партнера. Ну, не знаю, например, вы хотите куда-то поехать, но вы не можете это сделать, пока не получите согласие вашего партнера. Или пока он не разделит вашу точку зрения. Так, смотрим, с чем это связано. Слушайте, у вас тут одни старшие арканы выпадают. Вы знаете, у вас есть какая-то мечта. Вы о чем-то мечтаете, вы что-то хотите, но дело в том, что ваш партнер не разделяет вашу точку зрения. И, к сожалению, на этой неделе, хотя вы и будете... нет, посмотри, Ну-ка, к чему приведет эта ситуация? Солнце, достижение цели. Вот то, что вы хотели или прояснить, или получить, или чего-то добиться, может быть, куда-то поехать, где-то отметить Новый год, получить какой-то подарок. Но мужчина вам постоянно отказывал, вот именно на этой неделе он наконец с вами согласится и сделает так, как хотите вы. Так что действуйте, просите, напоминайте, настаивайте. На этой неделе все прояснится, и мужчина примет вашу точку зрения. Кстати, здесь еще, если вы в чем-то сомневались, подозревали или ревновали мужчину, мужчина сделает все возможное, чтобы доказать вам, что вы ошибаетесь. Так, кстати, кто-то здесь помирится. Ух ты, двойка кубков на тех, кто в поиске. Ну уж явно тут будет пара. Первый вариант. У вас здесь завяжутся отношения. С кем-то вы познакомитесь, а кто-то вам понравится. Вы явно будете проявлять кому-то интерес, да и человек тут будет дышать взаимностью. Ну-ка, ну-ка. Так, неделя с 16 по 22. Личная жизнь для тех, кто в поиске. Ну все, поиски прекращаются. Вы идете к новым берегам, вы решаете какие-то проблемы, выходите из одиночества. И, между прочим, знакомство может произойти или в кругу друзей, или просто в какой-то легкой обстановке. Ну, не знаю, погулять вышла. Понимаете, тройка кубков, хорошее настроение. Решила прогуляться, подышать свежим воздухом. Раз, знакомство неожиданное. Угу. Что за человек, хочу посмотреть. Мгм. Интересно. Смотрите, честно могу сказать, помните, у нас общее настроение недели? Мужчина, который будет очень активно проявляться, но у вас будет лабиринт. То есть вы будете сомневаться, стоит ли мне ему доверять или нет. Вы знаете, он сделает все возможное. И, кстати, между прочим, для парных тоже проигрывается. Помните, дьявол?
Есть подозрение, что-то меня пугает, что-то меня беспокоит. Человек прояснит. Вот и в вашем случае здесь есть знакомство. Вам покажется этот мужчина достаточно активным, очень даже соблазнительным, и, может быть, вы будете не доверять ему. Почему? Потому что такой типаж мужчин пользуется вниманием женщин, и вы это сразу поймете. Яркий, харизматичный. Но дело в том, что мужчина по четверке жезлов докажет вам, что он готов на что-то важное или серьезное. То есть, что с ним можно на самом деле получить успешные отношения и начать что-то новое. То есть он ищет серьезные отношения и не собирается ни с кем играть, никого обманывать и так далее. То есть уже в конце недели он вам все это прояснит, расскажет, и вы поймете, что, ну, может быть, первое мнение было немножко ошибочным. Так, неожиданное событие на неделе с 16 по 22. Страх самообмануться, страх обмануться, страх вступить в какую-то ситуацию. Но смотрите, я честно могу сказать, что это неожиданное событие будет касаться личной жизни. Какие-то подозрения, семерка мечей, что меня обманывают, что здесь что-то скрыто, что есть какая-то тайна. И вот и лабиринт нам тоже об этом говорит. Но дело в том, что уже к концу недели вы все проясните. И слава тебе, Господи. А мы переходим к двоечкам. Здравствуйте, двоечки, здравствуйте, мои хорошие. Итак, смотрим. Важное событие на неделе с 16 по 22 декабря. Вы на кого-то посмотрите совершенно другими глазами. Или кому-то дадите еще один шанс. Почему? Потому что то ли человек тут поменялся, то ли, вы знаете, будет вести себя мужчина по-другому. Еще здесь может быть из дружбы ваши отношения перерастут в любовные. Ну, то есть вы дружили, а тут раз и решили, как говорится, создать пару. Почему? Потому что вы раньше, может быть, не замечали каких-то качеств в этом человеке. То есть из дружбы в любовь. И вы решите дать себе шанс, рискнуть, прыгнуть в неизвестность. Ну, кости, да, как-то по-другому построить ваши отношения. Еще собака очень часто говорит о том, что вы поймете, что кому-то можно доверять, что кто-то может на самом деле вас защитить, кто-то вам верит. И вы прям это поймете на этой неделе. Что-то он для вас сделает. Давайте посмотрим. Работа, карьера, профессиональная деятельность. Ух ты, шикарно. Минутку, хочу сразу заглянуть. Ага, ну понятно. Теперь понятно. Насчет денег. Сейчас я вам все покажу. Это для меня нужна была подсказка. Почему? Потому что здесь явно в работе, как будто бы вы то ли меняете работу на более высокооплачиваемую и на более перспективную, то ли ваш бизнес начинает развиваться, вы внедряете какое-то новое направление. То есть у кого-то может быть прям инаугурация. По-итальянски инаугурационе. Как по-русски? Презентация, наверное, нового бизнеса. Ну, смотрите, объясняю. К примеру, на этой неделе, если вы открываете свой бизнес, вы поймете, что это успешно. Почему? Потому что вы поймете, что людям интересно. Появляются сразу какие-то клиенты, сразу люди интересуются, как-то вас признают, как-то начинают записываться и так далее. Ну, там, если вы оказываете какие-то услуги. Если же почему? Потому что карта смерти, да, это когда мы переходим на новый этап. То есть когда мы начинаем что-то новое, что-то изменяем именно в сфере работы. И именно эта перемена приводит нас к королю жезлов. Король жезлов – это успех, это когда вы уверены в завтрашнем дне, когда есть ясность, когда есть развитие, когда вы лидер в этой ситуации, вы понимаете, что вы сделали правильный выбор. Здесь на этой неделе вы точно поймете, может быть, кто-то нашел свое предназначение, кто-то понял, какую профессию хочет получить, а кто-то завершил обучение и готов начать работать. Еще, если вы соискатель,
На этой неделе вам могут предложить аховое предложение. Ну, то есть вы даже не ожидали, что именно такое вам предложат. И вот теперь смотрите деньги. Увеличение, решение и опять король жезлов. Почему я посмотрела? Да потому что здесь неожиданное какое-то предложение, да еще очень быстро все начинает развиваться. Вот смотрите, те проблемы, которые у вас были, то, что вы не могли решить, может быть, вам на что-то не хватало, может быть, вы понимали, что у вас сегодня есть, завтра нет. То есть, видите, здесь у вас как? Сегодня десятка пентаклей, завтра пятерка пентаклей. Как будто деньги то приходят, то уходят, то знаете, как бы бывает такое, вроде заработала, а тут же появляются какие-то платы, выплаты, и у меня опять все как сквозь пальцы. То есть не могу потратить ни на себя, не могу позволить себе большего, все рассчитано до копейки. Вот у вас эта ситуация как будто завершается. Король жезлов говорит о том, что вы открываете денежный поток. Жезловая энергия – это возможность получать деньги, и именно те, о которых вы мечтаете. Также вам могут вернуть у кого-то наследство, получение наследства, новость о том, что вы получаете наследство. У кого были купли-продажи, очень выгодная сделка. И все это как-то, вот знаете, быстро, неожиданно. Когда вы даже не надеетесь на то, что это случится, а тут раз и происходит. Так, ну, прекрасно. Так, что еще здесь может быть? Может быть, ваш муж или мужчина возьмет ответственность за вас и решит какие-то ваши проблемы. Кстати, выгодные подарки на этой неделе. Прям выгодные. Вы прям поймете, что вы прям, вот знаете, получили какие-то подарки, которые вам нужны. И которые будут вам служить длительное время. Но это вот именно подарки или же, ну, я не вижу покупки с вашей стороны. Не, покупок я не вижу в дом. Может быть, но если вы будете прям в такой мужской энергии, это знаете как, увидела, купила моментально. Потому что очень... покупки по интернету, по королю жезлов. Открыла какую-то страницу, увидела, тут же купила. Может быть, очень выгодно. Так, личная жизнь для тех, кто в паре. Ну, восьмерка жезлов. У кого-то дорога, у кого-то встреча, у кого-то прям любовь, признание в любви. Очень страстная неделя, готовьтесь, будет много интима. Так что... Восьмерка жезлов говорит о том, что прям вы будете друг к другу тянуться и не надышитесь друг на друга. Ой, конфетно-букетный период. Вы знаете, вот у кого недавно завязались отношения, честно могу сказать, эти отношения перейдут на интимные. Ну, то есть вы встречались, пока приглядывались, вот на этой неделе решили все-таки попробовать друг другу более интимной обстановке. Если же вы уже давно в паре, здесь будет встреча, признание в любви. Ну, вообще очень страстная неделя. Если ругались, были конфликты, все разрешается. Перемирие, гармония. Прям смотрите друг на друга, как будто встретились первый раз. Ну да, да. Кстати, может быть, приедет партнер к вам, поездка, или вы к нему, или он к вам. То есть то, что вы ждали, то, что вы хотели. Да, карта мира. Исполнение желания. И видите, карта мира, она также говорит о освобождении от чего-то, освобождении от ожидания. Может быть, кто-то ждал, когда мужчина сделает первый шаг, когда мужчина помирится, когда мужчина вам что-то предложит. Вот на этой неделе ваше желание исполнится. Так, для тех, кто в поиске. Ну, тот, кто в поиске, честно могу сказать, по второму варианту никого не найдет. То, что вам будет попадаться, к сожалению, вас будет не устраивать. Ну, или же вы будете с кем-то общаться, но пока доверия я не вижу. Ну-ка, подождите. Давайте проясним. Ну, по пятерке пентаклей то ли вариантов мало, то ли то, что мне дают, мне не нравится. Королева жезлов. Хотя на этой неделе вы будете, привлекать внимание. Вы знаете, вниманием противоположного пола вы явно будете пользоваться, то есть на этой неделе. Но я не вижу подходящего партнера, с которым бы вы могли завязать отношения. Здесь пока общение, здесь пока
притирка. Здесь пока выбор, семерка жезлов. То есть смотрите, да, они к вам прям липнут, а вы от них отбиваетесь. Ну, то есть дело в том, что вы не хотите торопить события, вы не хотите, чтобы отношения завязались быстро, или же то, что вам предлагают, вас это не устраивает. Поэтому давайте посмотрим сейчас неожиданное событие для второй позиции на неделе с 16 по 22. Угу. Двойка пентаклей. Ну, двойка пентаклей или какое-то предложение, кстати, вот по работе, да, перемены, выбор. Вы можете оказаться неожиданно перед каким-то выбором. Могут поступить два предложения, или же может быть, что у вас появится дополнительный заработок или дополнительные деньги. Ну что, удачи, ставьте лайки, не забываем подписываться на этот канал. Всем огромное спасибо за ваши донаты, за ваши супер лайки. Я вам очень благодарна за поддержку этого канала. Огромное вам спасибо. А мы переходим к третьей позиции. Здравствуйте, троечки, здравствуйте. Итак, неделя с 16 по 22. Важное событие этой недели. Угу. Получите какую-то новость, которая поможет вам решить какую-то проблему. Если вы были в каких-то ограничениях, что-то не получалось, с кем-то, может, расстались, кто-то вам в чем-то отказал, понимаете, здесь вы получите позитивную новость. То есть очень хорошую новость, которая даст вам возможность вот решить эту проблему. Если с кем-то расстались, может появиться этот человек. Но очень неожиданно. Еще. Вы можете завязать очень выгодный контакт, очень хороший контакт, который поможет вам в будущем решить какую-то проблему. Ну, не знаю, может быть, вы там оформляли документы и не знали, как это сделать. Познакомитесь с человеком, который, может быть, работает в этой структуре и так далее. Так, давайте смотреть тогда работу. Работа на неделе с 16 по 22. Смотрим, что здесь у нас. Вы знаете, новости могут быть, победа, прям успех. И еще здесь кому-то могут сделать выгодное предложение. Может быть, вы будете дорабатывать какие-то дополнительные часы, за которые вам хорошо заплатят. Вообще, король Пентакли – это когда то ли тебе вдвойне платят за то, что ты работаешь, ну, не знаю, может, кого-то попросят поработать субботу-воскресенье, да, а это двойной тариф, или на праздники. Но шестерка жезлов – это успех. Предложение вам поступит, но вы почему-то будете думать. Кому-то поступит предложение по работе, то есть могут вас взять на работу, но то ли на другую должность, на более ответственную, это вас заставит задуматься, а хочу ли я, а нужно ли мне, а готова ли я взять на себя такую ответственность. Может быть, организация далеко от дома, добираться далеко. То есть есть какая-то ситуация, почему? Ну да, есть какая-то ситуация, которая... Ну вот с одной стороны выгодно и выход, видите, из каких-то переживаний, из беспокойства. Но с другой стороны, как будто вы не верите в свое счастье, что именно на эту должность вас пригласили, что именно вам доверили какой-то проект, что именно вас взяли, может быть, в какое-то партнерство и так далее. То есть здесь произойдет событие, которое заставит вас сомневаться, а справлюсь ли я, а получится ли у меня. Мгм. Кто ищет работу, получит предложение, но немножко в другом направлении. И самое интересное, что вам это понравится. Но почему-то страх и неуверенность заставит вас немножко притормозить события. Может быть, собрать информацию дополнительную, может быть, посоветоваться и так далее. Кстати, кто-то может обдумывать здесь, монетизировать свое хобби. Ну-ка, давайте смотреть дальше. Деньги.
Ну, это я говорю, новый вид заработка. На каком-то более приятном деле. То есть, понимаете, король кубков всегда нам говорит о том, что решаются какие-то кризисные моменты. Честно могу сказать, кому-то могут предложить, например, дополнительный заработок. Ну, не знаю, может, вы вяжете, может быть, вы шьете. Кто-то, может быть, там вышивает, рисует. Вот к вам обратятся, чтобы вы выполнили какой-то заказ. И вам за это, кстати, хорошо заплатят. А вы будете думать, а не сделать ли это моим основным заработком? Что еще? К сожалению, смотрите, если вы ждете какой-то подарок от короля кубков, вот то, что вы ждете, и то, что вы получите, будет немного меньше. Есть какое-то разочарование. То есть я хотела больше или я хотела такой подарок, а мне подарили другой. Что еще? Помощь, поддержка. Вы хотели, чтобы вам дали, не знаю, кто, например, получает алименты или какие-то деньги от мужчины, то имейте в виду, что на этой неделе он вам даст немножко меньше. Немножко меньше. Но если вы сами зарабатываете, я вам честно говорю, здесь идет дополнительный заработок. Какая-то возможность подзаработать. Кстати, здесь может быть еще, что вы просто что-то продадите. Ну, не знаю, висело у вас там какое-то пальто или шуба. Вы давно не носили, а тут подруга придет и скажет, слушай, продай, но мне нравится. И за хорошую цену. И вы тут же продадите, а эти деньги как нельзя кстати для вас. Ладно, смотрим. Для тех, кто в паре, третий вариант. Луна. Сомнения, тайны, тоска, скука, ревность, подозрение. Ну-ка. Мгм. Ой, господи, боже мой, 3 старших аркана. Вы знаете, здесь как будто бы вы будете подозревать своего партнера, что он вам там то ли не верен, то ли у него есть там какая-то тайна, то ли он вам что-то не договаривает. Ну и будете прояснять, конечно. А мужчина, оказывается, здесь просто ушел в работу. То есть если мужчина, смотрите, если мужчина вам уделяет мало внимания, вы сразу себя накрутите. Но дело в том, что у человека сейчас очень много дел. Зарабатывает деньги мужчина, работает. И не может просто сейчас на данный момент, да, он весь в делах. То есть у мужчины здесь дела, у мужчины здесь карьерный рост, может быть, завершение каких-то проектов, может быть, на него взвалили слишком много. Он сейчас зависим. Понимаете, повешенный – это зависимость от обстоятельств. А вы будете думать, что у него есть другая. На самом деле нет, нету. Поэтому не накручивайте себя, немножко наберитесь терпения, подождите. Как только он решит свои проблемы, он сразу появится возле вас. Еще, у мужчины может быть сейчас на данный момент проблемы с деньгами, и он пытается их решить. Так, личная жизнь для тех, кто в поиске. Ну, восьмерка кубков я не вижу здесь, если честно, прям знакомство. Какое-то разочарование, беспокойство, сомнение, неудовлетворение. То есть, или вы не хотите. Больше, конечно, у меня проигрывается. Мне не до личной жизни. То есть я сейчас не хочу ни с кем знакомиться. Кто-то, может быть, еще не исцелился. Ага. Угу. Вы знаете, здесь может появиться некий король кубков, который будет предлагать вам отношения, но у вас будут очень большие сомнения в том, что он свободен. Нет, здесь знаете еще что? Здесь может вернуться человек из прошлого. То есть или мужчина возвращается из прошлого, но если все-таки это новое знакомство, у вас сомнения по поводу того, что он вообще свободен. Для вас он, скорее всего, в отношениях и, как говорится, ищет себе развлечения, поэтому подпускать близко вы его не будете. Но для кого-то прям возвращенец. То есть мужчина возвращается для того, чтобы восстановить с вами отношения. Вы будете осторожно к этому относиться. С одной стороны, вам понравится, что мужчина вас не забыл и что он пытается как-то вас добиться. Но дело в том,
что его возвращение заставит вас попереживать и вообще вызовет сомнения, нужен ли он мне сейчас. Так, неожиданное событие на неделе с 16 по 22 декабря. Огромное всем спасибо за ваши донаты, за ваши комментарии. Вы знаете, неожиданная радость у вас будет. То ли новость, но вот видите, у вас же здесь, да, какой-то контакт, какая-то новость, какое-то решение проблемы, какое-то предложение. То есть прям радость, удача как будто постучится в вашу дверь, и вы от неожиданности, да, даже, может быть, даже где-то растеряетесь. Ну что, вот такой у нас получился недельный прогноз. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно встретимся в следующих эфирах. За личными консультациями обращайтесь в личку, номер на экране. Работаю со всем миром. Пока-пока, ваша Елена.